Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. 20 января Южно-Курильск и населенные пункты острова Кунашир оказались во власти мощного снежного циклона, пришедшего со стороны Японского моря. Стихия обрушилась на регион в первой половине дня, принеся с собой обильные снегопады и шквалистый ветер, порывы которого в прибрежной зоне достигали 25-28 метров в секунду. Видимость на дорогах в пик метели упала до 50-100 метров, в результате чего было полностью остановлено движение общественного транспорта и ограничен проезд для легковых автомобилей на трассах между Южно-Курильском, Головнина и аэропортом Менделеева. Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы и бокового ветра аэропорт Южно-Курильска временно приостановил прием и отправку авиарейсов, а морской плашкаут, связывающий остров с Сахалином, был вынужден остаться в порту из-за штормового предупреждения в акватории Курильского пролива. Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, на расчистку основных улиц и подъездов к социальным объектам выведена вся имеющаяся снегоуборочная техника. В связи с опасными метеоусловиями занятия во всех школах Южно-Курильского района были отменены, а жителям рекомендовано без крайней необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Из-за налипания мокрого снега и сильных порывов ветра зафиксированы локальные повреждения линий электропередач. Метеорологи предупреждают, что влияние циклона сохранится до конца суток, после чего ожидается постепенное ослабление ветра, что позволит дорожным службам приступить к полномасштабной ликвидации последствий снежного циклона. Вчера Сицилия оказалась во власти мощного средиземноморского циклона Гарри, который принес на остров экстремальные погодные условия и вызвал значительные разрушения. Стихия характеризовалась ураганным штормовым ветром, порывы которого в прибрежных районах и горных массивах достигали 100-120 км в час, а также интенсивными проливными дождями, спровоцировавшими локальные наводнения и оползни по всему региону. Опасные морские условия стали причиной закрытия большинства портов острова для паромного сообщения с материковой Италией и соседними островами, парализовав логистику и оставив сотни пассажиров в ожидании улучшения погоды. Наиболее серьезные последствия шторма зафиксированы в восточной части Сицилии. Сильный ветер повалил деревья, повредил кровлю жилых домов и оборвал линии электропередач. Десятки тысяч домохозяйств остались без света в Катании, Сиракузах и Мессине. В прибрежных городах гигантские волны, высота которых достигала 6-7 метров, перехлестывали через набережные, выбрасывая на проезжую часть камни и песок, что привело к временному перекрытию движения по ключевым прибрежным трассам. Службы гражданской обороны Сицилии были переведены в режим чрезвычайной ситуации. Пожарные и спасатели провели десятки операций по расчистке дорог от упавших деревьев и эвакуации людей, заблокированных в своих автомобилях из-за внезапных подтоплений в низинных районах. В горной местности, особенно на склонах Этны, ливни спровоцировали сход грязекаменных потоков и камнепады, создав угрозу для отдаленных деревень. Несмотря на масштаб стихии, официальных данных о погибших не поступало. Метеорологи предупреждают, что хотя пик циклона Гарри пройден, его остаточное влияние в виде шквалистого ветра и умеренных осадков сохранится на острове в течение ближайших суток, что потребует от жителей максимальной бдительности и соблюдения мер безопасности. В понедельник на межштатной автомагистрали 196 к юго-западу от Гранд-Рапидс в штате Мичиган произошло масштабное ДТП с участием более 100 транспортных средств. Причиной инцидента стал снежный шторм, который вызвал полную потерю видимости и обледенение дорожного полотна на участке трассы между городами Хадсонвилл и Зеланд.
В массовом столкновении пострадали как легковые автомобили, так и от 30 до 40 грузовых, многие из которых перегородили проезжую часть. Несмотря на масштаб аварии, обошлось без человеческих жертв. Различные травмы получили от 9 до 12 человек. Все они были госпитализированы в ближайшие медицинские центры. Для эвакуации десятков водителей и пассажиров, застрявших на трассе, были задействованы школьные автобусы, доставившие людей в пункт обогрева, организованный в средней школе Хадсонвилла. Полиция штата Мичиган была вынуждена полностью перекрыть оба направления автомагистрали 196 почти на 8 часов для вывоза поврежденных автомобилей. Метеорологи отмечают, что данный инцидент стал следствием мощного арктического фронта, который принес аномальные холода и снегопады на большую часть Среднего Запада США, включая Иллинойс и Индиану. «20 января северо-восточный регион Испании, Каталония, столкнулся с разрушительными последствиями мощного шторма, вызвавшего внезапные наводнения в провинции Жирона. Основной удар стихии пришелся на прибрежные районы Баш-Эмпорда, где выпавшие за несколько часов более 100 мм осадков привели к мгновенному затоплению населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в курортном поселке Тамариу, где пересохшие русла ручьев превратились в мощные потоки воды и грязи. Вода хлынула по центральным улицам прямо к береговой линии, смывая на своем пути припаркованные автомобили, террасы кафе и элементы пляжной инфраструктуры. По сообщениям очевидцев, несколько машин были унесены потоком в открытое море. В самой Жироне интенсивные ливни спровоцировали критический подъем уровня воды в реке Оньяр, что заставило муниципальные власти привести в готовность планы по чрезвычайным ситуациям. Вода затопила низменные части города, подвальные помещения и подземные паркинги, а также вызвала перебои в работе пригородного железнодорожного сообщения. Дорожная служба Каталонии была вынуждена перекрыть ряд региональных трасс из-за оползней и скопления воды на проезжей части. Пожарные расчеты провели десятки операций по откачке воды и спасению людей, заблокированных в транспортных средствах. Метеорологическая служба Каталонии сохраняет в регионе оранжевый уровень опасности. В ближайшее время возможно усиление шторма на море и выпадение новых осадков. В пострадавших районах начались работы по очистке улиц от ила и мусора, однако восстановительные работы в Тамариу осложняются серьезными повреждениями береговой линии и необходимостью проверки устойчивости фундаментов зданий, пострадавших от быстрого течения. В воскресенье на штат Мехико обрушились сильные ливни, которые к вечеру привели к масштабным подтоплениям и выходу из берегов воды в нескольких ключевых муниципалитетах. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Тультитлане, Коакалько, Куаутитлан-Искальи и Сан-Хуан-Теотиуакане, где аномальный объем осадков за короткий промежуток времени превратил основные магистрали в бурные потоки воды. В Тультитлане и Коакалько уровень воды на проезжей части достигал 50-70 сантиметров, что привело к полной остановке движения на проспекте Хосе Лопеса Портилью. Десятки легковых автомобилей и маршрутных такси ушли под воду. Стихия нанесла значительный ущерб жилому сектору. В муниципалитете Куаутитлан-Искальи из-за критического переполнения плотины Эль-Ангуло власти были вынуждены начать экстренный сброс воды. Это вызвало локальные наводнения в прилегающих кварталах. Вода проникла в десятки домов. В Сан-Хуан-Теотиуакане потоки воды, смешанные с грязью и мусором, повредили коммерческие объекты и затруднили доступ к туристическим зонам. Несмотря на значительный материальный ущерб и хаос на дорогах, официальных данных о погибших не поступало. Метеорологи предупреждают, что высокая влажность и нестабильность атмосферы сохранятся в центральном регионе страны, что повышает риск повторных наводнений. В ночь с 18 на 19 января мексиканский штат Оахака столкнулся с серьезной природной угрозой. В районе холма Эль-Каризал, расположенного в непосредственной близости от портового города Салина-Крус, вспыхнул масштабный лесной пожар. Из-за сочетания аномальной засухи и сильных порывов ветра пламя стремительно охватило сухую растительность и начало бесконтрольно распространяться по крутым склонам.
Ситуация приобрела критический характер, когда огненный фронт вплотную приблизился к важной транспортной артерии – федеральной трассе 200, соединяющей Салина-Крус и Уатулько, что заставило власти временно ограничить движение. На борьбу со стихией были мобилизованы объединенные силы пожарных подразделений Салина-Крус, бригады Национальной комиссии по лесному хозяйству и волонтеры из местных общин. Работа спасателей серьезно осложнялась труднодоступным рельефом местности и ночным временем суток, что не позволяло задействовать авиацию в первые часы возгорания. В населенных пунктах, расположенных у подножья холма, была объявлена готовность к эвакуации. Экстренным службам удалось локализовать наиболее опасные участки огня вблизи автодороги, однако в труднодоступных лесных массивах Эль-Каризала все еще сохраняются активные очаги горения. В понедельник северные регионы Пакистана содрогнулись от землетрясения магнитудой 5,8. По данным сейсмологических служб, эпицентр подземных толчков располагался в северо-западной части Кашмира. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров, что обусловило высокую интенсивность колебаний на поверхности. Стихийное бедствие привело к человеческим жертвам. По меньшей мере 1 человек погиб, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. Основной удар пришелся по горным селениям, где в результате сейсмического удара обрушились или получили серьезные повреждения десятки жилых построек, преимущественно возведенных из глины и камня. Землетрясение спровоцировало масштабные оползни в горах. Камнепады и смещение грунта полностью заблокировали несколько стратегически важных дорог и пешеходных троп, изолировав ряд высокогорных общин. В пострадавшие районы была направлена тяжелая техника и инженерные подразделения для расчистки завалов и восстановления транспортного сообщения. Подземные толчки отчетливо ощущались в столице страны Исламабаде, а также в городах Пешавар, Сват, Мардан и на территории Гильгит-Бальтистана. Тысячи жителей в страхе покидали свои дома и офисы, выбегая на открытые пространства. Власти предупреждают о риске повторных авторшоков и призывают население Кашмира сохранять бдительность при нахождении вблизи поврежденных зданий и крутых склонов. Спецслужбы остаются в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные новые инциденты в зоне бедствия. В турецкой провинции Антария, на территории района Серик, вспыхнул лесной пожар. Возгорание возникло во второй половине дня 19 января в лесистой местности, граничащей с жилыми кварталами, и быстро распространилось из-за сильных порывов ветра и засушливой погоды. Огонь подошел вплотную к частным домам и фермерским хозяйствам, что вызвало панику среди местных жителей и привело к мобилизации всех экстренных служб округа. Для борьбы со стихией региональное управление лесного хозяйства Анталии направило к месту происшествия десятки пожарных расчетов и строительную технику для создания минерализованных полос. Операция по тушению осложнялась рельефом местности и близостью ЛЭП, однако благодаря слаженным действиям пожарных и активной помощи добровольцев из числа местного населения продвижение огня в сторону жилой застройки удалось остановить. К вечеру 19 января пожар был полностью взят под контроль. Несмотря на успешную локализацию, огнем была повреждена значительная площадь лесного фонда и несколько сельскохозяйственных построек на окраине Серика. Официальных данных о пострадавших среди гражданского населения не поступало. Вечером в воскресенье в Кейптауне на склонах холма Сигнал-Хилл вспыхнул крупный природный пожар, создавший прямую угрозу историческому району Бокаап. Возгорание началось в горной зоне непосредственно над улицей Вудбок. Из-за засушливой погоды и сильного юго-восточного ветра пламя стремительно распространилось по густой растительности в сторону Милитари Роуд, что вызвало экстренную эвакуацию всех посетителей со смотровых площадок Сигнал-Хилл. К тушению огня в условиях сложного рельефа были привлечены более 60 пожарных из городских служб спасения Кейптауна, а также расчеты национального парка Тейбл-Маунтин и волонтерских групп. В ходе операции спасатели сосредоточили основные силы на защите жилых домов на окраине Бокаапа, к которым вплотную приблизился огненный фронт. К ночи пожар был локализован, а затем и полностью ликвидирован. Благодаря слаженным действиям экстренных служб удалось избежать человеческих жертв и повреждения имущества. Причины инцидента на данный момент устанавливаются следственными органами.
Индонезийский город Пекалонган в провинции Центральная Ява столкнулся с масштабным стихийным бедствием, вызванным сочетанием экстремальных муссонных ливней, высокого морского прилива и разлива реки Бремия. Ситуация приобрела катастрофический характер после прорыва защитной дамбы, в результате чего потоки воды стремительно хлынули в жилые кварталы и на объекты критической инфраструктуры. Уровень затопления в наиболее пострадавших районах достигал 1 метра. В связи с критической обстановкой администрация Пекалонгана официально объявила режим чрезвычайного положения сроком на 14 дней и сосредоточила все ресурсы на спасении людей и ликвидации последствий прорыва гидротехнических сооружений. Наводнение нанесло тяжелый удар по транспортной системе региона. Из-за затопления железнодорожных путей в районе станции Пекалонган национальный оператор был вынужден отменить 82 рейса поездов, что нарушило логистику на всей северной линии Явы. По данным регионального агентства по управлению стихийными бедствиями, к 19 января число эвакуированных жителей достигло 1472 человек. Все пострадавшие размещены в 12 пунктах временного пребывания, организованных в мечетях и правительственных зданиях. Коммунальные службы совместно с военными приступили к возведению временных заграждений на месте прорыва дамбы, однако работа осложняется продолжающимися дождями. Власти города предупреждают, что риск повторных подтоплений сохранится в течение всей ближайшей недели и призывают население прибрежных зон оставаться в эвакуационных центрах до полной стабилизации гидрологической обстановки. С вечера субботы до утра воскресенья столица Индонезии Джакарта оказалась под влиянием сильных муссонных ливней, вызвавших масштабные затопления по всему мегаполису. Интенсивные осадки привели к тому, что 35 жилых районов и 23 ключевые дороги города оказались под водой, что спровоцировало серьезные перебои в работе общественного транспорта. Уровень паводковых вод в пострадавших зонах порой доходил до 1 метра. Наиболее критическая ситуация сложилась в западной Джакарте. В районе Кедаунг-Кали-Анке сразу в 8 локациях был зафиксирован подъем воды до 45-60 сантиметров, а в районе Тегал-Алур подтопления в 4 местах достигли уровня 30-40 сантиметров. Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий направило сотни спасателей для оказания помощи жителям и задействовало мобильные насосные станции для откачки воды из наиболее низменных кварталов. Информации о погибших в ходе данного инцидента не поступало. Сейчас уровень воды в большинстве районов начал снижаться, однако коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме, очищая дренажные каналы от скопившегося мусора и ила, чтобы предотвратить повторные наводнения в условиях продолжающегося сезона дождей. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.